Привет, друзья! Вы на канале Анны Галич, и если вы еще не подписаны, обязательно сделайте это. В одном из прошлых видео я показывала рецепт гибкой мастики для сахарных цветов. Но перед тем, как слепить розу из этой сахарной пасты, давайте с вами поговорим о том, из каких материалов можно изготовить основу для розы. Первый способ – это сахарная мастика. Я беру проволоку номер 18 в случае, если роза у вас будет большая. Эта проволока довольно прочная и выдержит большую массу цветка. Я беру тонкогубцы и делаю крючок из проволоки. После чего разминаю кусочек сахарной мастики, необходимый для изготовления основы. При этом вы можете взять любую сахарную пасту, в том числе остатки от обтяжки. Абсолютно любой, и для лепки, и для сахарных цветов, и для обтяжки торта. Любая паста подойдет, в том числе не обязательно белая, это может быть и синий, и красный, и зеленый цвет. Любой. Из сахарной пасты я леплю шарик, а затем делаю капельку. Примеряю размер конуса, он должен занимать 2/3 от самого маленького лепестка. Затем окунаю крючок в клей. Вставляю проволоку в середину конуса и прокатываю на ладони для того, чтобы мастика хорошо прилипла к проволоке. После чего оставляю конус до полного высыхания, на это потребуется 1-2 дня, а иногда и неделя, в случае, если у вас очень высокая влажность воздуха. Для способа номер 2 вам потребуются спички или в идеале зажигалка. Этот способ позволяет более надежно зафиксировать мастику на проволоке. Я также разминаю сахарную пасту до эластичности, затем формирую шарик, после чего делаю капельку. При помощи зажигалки раскаляю крючок до красна. Проволока должна очень хорошо накалиться. И быстро, пока она не остыла, ввожу эту проволоку в конус. Должен пойти дым. Это значит, что сахар, который находится в мастике, хорошенько расплавился, благодаря чему образовалась карамель, которая и будет держать вот этот вот мастичный конус на проволоке. Способ номер 3 изготовления основы для сахарной розы я использую, когда мне нужно облегчить конструкцию, чтобы на торте не было очень много веса. И в этом случае я использую пенопластовые шарики. В основном это 3,5 и 4,5 см в диаметре. Также нам потребуется клей-пистолет. Я наношу клей на крючок и быстро ввожу проволоку в пенопластовый шарик примерно до середины. Пока пластик еще теплый, быстренько убираю его излишки пальцем. С такими пластиковыми основами можно работать сразу, не нужно ждать, пока они высохнут. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из способов вам понравился больше всего. Подписывайтесь на канал, а также загляните в закрепленный комментарий, где я собрала для вас самые интересные ссылки по лепке сахарных цветов. А еще скоро выходит моя книга по сахарным цветам, которую можно будет приобрести в электронном формате. Уже совсем скоро я опубликую анонс. А также размещу ссылку на книгу в закрепленном комментарии под этим видео.